Купили билеты. Музей МПАС. Стоимость 185 лир. В стоимость входят основные музеи Стамбула. Без посещения без очереди, потому что очереди вот такие огромные, надо простоять. Народу очень много. Ну а мы отправляемся смотреть дворец. Одно из самых загадочных, таинственных и знаменитых мест в Стамбуле, по общему признанию, всемирно известный дворец султанов Топкапы. Стены дворца Топкапы хранят невероятные тайны, большей частью мрачные. Это был настоящий город с мечетями, оружейными палатами, зоопарком и баней, где жили более 50 тысяч человек. За несколько веков здесь родились 25 турецких султанов, многие из которых, вступив на трон и получив немыслимые почести и власть, были затем убиты, заколоты или отравлены, или брошены в темницы. Парча, роскошные изразцы, уникальная мебель, роспись разных эпох не скрывали атмосферу чудовищного страха. Встроенные в стены фонтаны и родники, шум которых заглушал звук голоса от прослушивания, длинная труба, по которой в Босфор под покровом ночи в мешках сбрасывали из гарема неверных наложниц, двойные потолки и решетки в банях, чтобы не допустить купающимся убийц. Сираль Топкапы стал символом и образом гарема, системы полной изоляции женщин от остального мира. Внешне простое здание гарема внутри было убрано со сказочной роскошью. Сложилось множество легенд и преданий, посвященных этому месту, скрытому от чужих взоров высокой стеной. Женщины, за исключением родившихся в гареме, поступали во дворец со всех концов Азии, Африки и Европы. Во всех крупных городах существовали рынки невольников, где можно было купить девочку или девушку, захваченных в плен, отданных в рабство в качестве выкупа или просто проданных их отцами. Прежде чем девочки переступали порог золотой клетки, их тщательно осматривали специально обученные евнухи. Самые красивые и талантливые отбирались в услужение султана. Одалистки обучались грамоте, в основном ислама. Их также учили и многому другому, включая швейное искусство, вышивку, игру на арфе и пение. Другие девушки становились служанками султанши-матери, жен, дочерей и главного евнуха султана. Если невольница в течение некоторого времени не могла добиться расположения хозяев, ее отправляли обратно на невольничный рынок. В гареме шло активное соперничество за влияние на мужа, заключались союзы, готовились заговоры и велись бесшумные войны. Каждый стакан воды мог оказаться отравленным, а лицо красавицы обезображенным. Жесткая дисциплина, превращавшая гарем в настоящую тюрьму, объяснялась бурным поведением женщин, способным привести их к такому вмешательству, что не приведи Господи. Бытует мнение, что султан жил с сотнями женщин своего гарема, но это имело место в редких случаях. К примеру, когда умер Мурад III, в гареме качали сотни колыбелей. Некоторые же султаны ограничивались одной женой и хранили ей верность.
Официально последний гарем окончил свое существование в XX веке в связи с отречением от престола султана Абдул-Хамида. Сегодня во дворце Топкапы нет ни прекрасных наложниц, ни хитрых евнухов, ни мудрых визирей, а залы большого гарема превращены в музей, в котором воссоздана обстановка прошлого. Все, что осталось от женского царства, пустые будуары, гулкие бани и 1001 неразгаданная тайна. Топкапы не просто памятник архитектуры, любоваться которым можно бесконечно долго. Он представляет комплекс невообразимых масштабов. Здесь множество зданий, фонтанов, мечетей, казарм, бассейнов и хамамов. На территории 7000 квадратных метров с легкостью уместилась бы половина княжества Монако или целый Ватикан, и не один раз. Во дворце непосредственно проживало не менее 4000 обитателей. Во всем комплексе 50, настолько он был обширен и вместителен. Пушечные ворота, а именно так переводится Топкапы, скрывают множество тайн и легенд. Топкапы – величественное творение многих поколений османских правителей, ведь каждый из них стремился внести в облик комплекса нечто свое. Сегодня в музее хранятся мировые религиозные святыни, от жаровни Авраама до меча Давида. Собственно, дворец – признанный рекордсмен по посещаемости среди всех достопримечательностей Стамбула. В собрании реликвий дворца находится один из 6 известных отпечатков ноги Мухаммеда. Считается, что след на этом камне пророк оставил при вознесении на небо. Камень с отпечатком ноги помещен в золотой футляр с крышкой. В золотой шкатулке, украшенной драгоценными камнями, хранится осколок зуба пророка Мухаммеда, сломанный во время Ухудского сражения. Во дворце Топкапы хранится около 60 волос из бороды пророка, но на всеобщее обозрение выставлен только один. Он тоже лежит в золотой шкатулке. Можно много еще рассказывать о дворце Топкапы, но это будет бесконечно и не влезет ни в один отзыв. Думаю, что вам стоит увидеть это своими глазами, почувствовать атмосферу того времени и получить свои незабываемые эмоции и впечатления.